Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости, подписчики моего канала. Всех с Днем Победы, на связи Юрий Воскресенский, эксперт из Беларуси. Здравствуйте, Юрий, с праздником вас. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, дорогие зрители. Поздравляю с праздником Великой Победы и желаю всем вам и вашим семьям самого лучшего и доброго. Друзья, ну что, будем анализировать то, что происходит. Парад идет, собственно, Путин делает заявление, Путин говорит речь, поднимался на трибуну вместе с Лукашенко. Есть президенты Узбекистана, Казахстана, которые приехали. Было так сказано, что мы никого не приглашали, но тем не менее, собственно, приехали. Но главное это другое. Это вот это шоу, которое перед парадом нам устроили. Песков уже с утра говорит, не было нарушений, ну, в смысле, попыток срыва парада. Значит, и, в общем-то, все хорошо. И хорошо, ну, с точки зрения прекращения огня, будет 3 дня.Ибо Трамп предложил, а все согласились. Но как расценивать тогда указ Зеленского, который просто вчера разорвал соцсети в стиле «Квартал 95», мемчиков, юмора, Comedy Club и все вместе в одном флаконе, о том, что он разрешает парад на Красной площади. Как его расценивать? Как немощь, что ли? Немощь Зеленского. Вы знаете, вот когда я ознакомился с его указом, сначала через ленты информагентств, полез на сайт проверять. Через VPN на официальный сайт президента Украины или человека, который называет себя президентом, потому что в мае 2024 года, как мы помним со слов российского политического руководства, его полномочия истекли. И действительно это оказалось правдой. И с одной стороны, вот то, что Зеленский разрешил проведение парада на Красной площади, это плевок в сторону памяти погибших советских людей и в том числе украинцев, которые понесли колоссальные потери, исчисляемыми миллионами человек, миллионами убитыми и ранеными. Но мы же должны, Александр, уважаемые зрители, помнить другое. Сейчас время чудовищ, как писал когда-то Антонио Грамши. Поэтому Зеленский не ориентируется на память павших воинов и на тех нескольких, может быть, десятков тысяч ветеранов, которые остались еще жить на территории Беларуси, России, Украины. Ну, в Беларуси осталось буквально порядка 2000 человек. Зеленский ориентируется на молодежь, на зумеров, на средний класс, на европейское общественное мнение, медийку. И с этой точки зрения меня больше возмущает не сам вот этот дикий пассаж Зеленского, дикий троллинг, а меня еще больше возмущает позиция тех, кто ему позволяет это делать. А кого вы имеете в виду? А вот те, которые сегодня заявляют о том, что перемирие соблюдается. По-моему, человек с усами Сталина, но с душой Керенского. Вот он сегодня с большой официальной должностью, да, человек, с которого смеется вся Россия, он сегодня заявляет, что нет перемирия. Но только что, понимаете, только что, минуту назад, губернатор Белгородской области Гладков заявил, что от очередного удара дроном доставлен в городскую больницу номер 2 Белгорода раненый боец Орлана. Я думаю, что такие сообщения мы будем в течение всего дня видеть в лентах военкоров и информагентств. И поэтому такое впечатление, что отдельные представители официальной политической власти, которые позволяют Зеленскому делать такие заявления, отрезаны, живут в информационном вакууме, либо им не сообщают информацию, такое вполне может быть, чтобы не расстраивать в этот светлый праздник.
В общем и резюмируя, хочу сказать, Зеленский негодяй, но с точки зрения медийной и с точки зрения работы на свою аудиторию, он делает все правильно. От немощности этих великих политиков, уже, знаете, смеется только не ленивый. Уже и Эстония запускает в ежедневном режиме дроны, и Латвия вызывает, это вообще дичь, да, представителя великого государства, чтобы отчитать за то, что дроны, которые они сами же запускают со своих территорий из кораблей НАТО в Балтийском море, они падают на территории латвийского Резекна. То есть, понимаете, смеется только не ленивый. И пора бы уже встать с этой кресле-каталки и дать нацистам по мордасам. Вот это очень хочется увидеть, пусть не во время перемирия, а после 11 мая. Мгм. Но опять-таки давайте тогда проанализируем вот эти 3 дня. Почему 3? Что они означают? И там же Трамп говорит, что вполне вероятно можем и продлить этот режим перемирия. Такая страшная война, много людей умирает. Продлят ли его? Как вам видится? Или, опять, я понимаю вас, и все понимают прекрасно, что в любом случае там по приграничью, прифронтовым территориям будут лететь, будут там какие-то эксцессы, срывы. В любом случае. И все это понимают. По Никопольскому району на территории подконтрольной Украине, Киеву то же самое. Значит, были прилеты. Белгородская область, там, Брянская, вот это вот все. То есть, но это все равно не вот эти жуткие обстрелы с тревогами там на дальние расстояния и, как бы по тылам. Все равно легче. Все равно эти 3 дня легче, и это уже хоть какой-то позитив. Продолжится ли это, этот праздник невиданного тщеславия Трампа? Вообще-то, судя по заявлениям господина Пескова, инициатором была российская сторона. Хотя, судя, вы правы, по заявлению Трампа, перемирие это он придумал. А судя по заявлению Зеленского, тот вообще разрешил это все праздничные мероприятия. Знаете, вот это Вот. вот Здесь командовать очень парадом сложно буду разобраться. я. Командовать парадом буду я. Все. Ну Я уже вот, представляю, вместо Белоусова Зеленский трясется там на вот этих машинах по брусчатке Красной площади. А вы знаете, слушайте, я лично не удивлюсь. Я даже б не удивился, если бы там, значит, на трибуне на Красной площади присутствовал Зеленский. Я лично не удивляюсь, потому что там, например, присутствует десятикратный предатель России и Беларуси Фица, который нанес колоссальный экономический ущерб, 10 раз проголосовав, он с 23 года, как занимает должность премьера, против наших стран, наших народов и нашей экономики. Я не удивлюсь, потому что мы несколько лет слышали, что нацистов надо истреблять. Мы слышали, что Зеленский нелегитимный. А в последнее время мы слышим, что почему-то Зеленского приглашают постоянно в Москву на подписание переговоров. Значит, если подписание, значит, его воспринимают как равную сторону. Поэтому, если бы Зеленский проявил более, вместо троллинга, более хитрые навыки дипломатии, я уверен, что, может быть, добрался бы до трибуны. Вы понимаете, что вот политика на внешнем контуре в отношении э, украинского режима, мягко говоря, проходит не совсем по плану. Обещали денацифицировать, а в результате число нацистов зашкаливает. И уже с детских садов и школ воспитывают упоротых нацистов, которых надо вылечивать будет, я не знаю, там минимум 5 лет. С ними надо будет проводить реабилитацию как с жертвами тоталитарных сект. Обещали демилитаризировать. Число вооружения просто зашкаливает. И нет такого вооружения, которое не дадут украинскому режиму. Если им надо будет дать тактическое ядерное оружие, им дадут тактическое ядерное оружие. Требования украинского режима становятся все более наглее. К этим требованиям присоединяются страны-лимитрофы. Эстония, Латвия, Литва, Польша. Госпожа Каллас
Новые выдвинула требования, вот, буквально перед нашим эфиром. Она требует для урегулирования российско-украинского конфликта военного, чтобы русские войска покинули Приднестровье. Это, говорит, будет одно из условий мирного соглашения по Украине. Вы понимаете, что происходит вот из-за этой вот всей политики? И как больно внукам, правнукам тех ветеранов, которые победили нацизм, и которые сейчас с гордостью выставляют их портреты, в отличие от всей нацистской публики, от Пашиняна до Мерца, они ж не могут портреты своих дедушек-нацистов выставить, а мы можем. Так вот, насколько нам больно и обидно слышать все вот эти заявления беззубых политиков и смотреть, что это продолжается 5-й год. А между тем война должна быть стремительная. Поэтому, возвращаясь к вашему вопросу, продлится ли это перемирие после 11? Ну, во-первых, почему 3 дня? Ну, потому что оно совмещено с обменом. Сейчас, буквально в эти минуты, на границе Беларуси начинается эта вся процедура. Все организационные мероприятия готовы, и надо вот провести парад и спокойно в течение 1-2 дней поменять огромное количество военнослужащих. 1000 на 1000 было заявлено. 1000 на 1000. Это, кстати, благое дело, вытащить своих из плена. Но это не обязательно приурачивать к каким-то праздникам. Это должна быть планомерная, на мой взгляд, работа. Поэтому вот первая часть вопроса, почему 3 дня? Вот потому что такие орг-процедуры надо. Значит, вторая часть вопроса, будет ли оно в эти 3 дня соблюдаться? Нет, не будет. Уже вечером полетят новые дроны на территорию Российской Федерации. Продлится ли оно после 11-го? Нет, не продлится. Нет, не продлится. Потому что все стороны готовы к продолжению кровопролития. Вот это все готово к летнему наступлению, оно уже началось. Уже практически занято 30% Константиновки, например. То есть от этих успехов никто не будет отказываться, как и от реализации хотя бы минимальной задачи освобождения Донбасса. Хотя я подчеркну. И подчеркиваю в каждом эфире. И, кстати, сегодня у нас 30-й эфир. Вот. Я вам, Александр, благодарен за то, что вы позволяете мне высказывать некоторые тут мысли. И благодарен зрителям, потому что за 30 наших эфиров, предыдущих 29, мы собрали больше 5 миллионов просмотров и больше 50 тысяч комментариев. Это очень важно. Поэтому я благодарен и вам, и всем вашим зрителям. Так вот, в каждом эфире я говорю, являясь патриотом Беларуси и любя Россию и Украину, что даже освобождение Донбасса не принесет никакого нужного для нас стратегических результатов. Только демонтирование нацистского человеконенавистнического режима может дать такую нужную передышку Российской Федерации для подготовки столкновения с Западом. А то, что он собирается напасть, это очевидно. Смотрите, тут же во времена вот этой постправды можно по-разному рассматривать все события. Вот очень по-разному. Просто как я вижу, достаточно консервативно и, ну, в лоб, я не буду говорить казенно, ну, где-то вот что-то рядом по значению с этим словом действует Кремль. Ну, вот вышел Путин, да, сказал там, участники СВО вдохновляются, так сказать, великой победой. Победа всегда была за нами и будет за нами, в общем, как всегда. Ну, противостоят против НАТО, да, тоже, ну, вот, вооружением, их вооружают, это сила, которая там поддерживаемая НАТО, в общем. Смотрите, Ушаков недавно сделал очень резонансное заявление, после которого, казалось, ну, все сползало в пропасть. Все вот эти надежды на хоть какое-то урегулирование. Говорит, пока не уйдут со стороны, ну, в общем, из Донбасса вооруженные силы Украины, никаких переговоров не будет.
Проходят там сутки, условно, даже меньше, и мы видим вот эту договоренность о перемирии, в общем, обмене пленными. Трамп выходит на белом коне, говорит, я остановил... Ну, он по нескольку раз останавливает войны, поэтому он может себе позволить. Это я. Зеленский выходит и говорит, это Трамп как бы отвечает за это перемирие, потому что российскую сторону убедили, вот Россия вот согласилась благодаря Трампу. Поэтому Трамп ответственный за дроны по Никополю, по Белгороду. Как бы Трамп. Понимаете, сейчас Зеленский очень удобная ситуация. Он как бы, если что-то там сорвется, условно, сегодня, 9-го, завтра, хотя я не хочу, чтобы это срывалось. Я хочу, чтобы именно вот это все худо-бедно, понятно, там с провокациями мелкими, но продержалось. Но тем не менее, тут Трамп виноват. Ну вот позиция Зеленского. То есть, а Зеленский покажет, вот смотрите, вот, сделайте что-то с Россией. Кремль говорит, сделайте что-то с Зеленским. И получается такая очень интересная история. Рубио говорит, если мы не сможем, мы просто уйдем. То есть накал был жуткий. И сейчас мы видим вот какую-то вот такую договоренность. Интересен тут визит Умерова, конечно, потому что, ну, это, конечно, позорище. Я вот что самое стыдное в этих днях, для меня, как для украинца, кроме указа, опять-таки, я указ рассматриваю, с которого мы начинали, ну, как просто стыдобище. Ну вот это использование государства, института, это же кто-то, это же сидела секретарша, набирала этот указ, это же там жгли свет, киловатт-часы на компьютере, принтер распечатывал, вносили вот это вот на сайт. Это позорище просто, это плевок, вы говорите там, в память, безусловно, но это еще и плевок в то, что, чем является, или как... Ну, как строилась Украина, как государство формировалось, ну, как бы уважение. Всегда уважают гимн, герб, флаг, институцию президента. И к нему же нет вопросов внутри Украины не только потому, что карательные режимы, поэтому, ну, в общем, концлагерь, не только поэтому, а потому что, ну, а как? А как по-другому? Война же тяжелая, большая, а вот все равно. И поэтому закрывают глаза там многие умные, даже, кстати, люди внутри Украины, которые говорят, ну, а как, ну, это что ты сделаешь? Ну, выборы во время войны провести нереально, ну и так далее. Это плевок вот внутрь. И вот тут возникает главный, наверное, вопрос. Ну, почему позор? Потому что Умеров наплюнул как Миндича. Что сказали американцы и как они будут вести себя дальше? Вы апологет той точки зрения, что Запад и дальше будет драть, скажем так, цапаться, кусать, бить Россию. И это очень удобно сейчас для всех. Поэтому они довели до какого-то пика. Сейчас мы ударим, развалим центр Киева. Ну и, понятно, довели и, в общем, опустили. Довели до какой-то кульминации, отпустили, выдохнули, сбросили пар. Но как будет стратегически развиваться ситуация дальше? Что с Донбассом? Его будут брать военным путем, а когда возьмут, тогда переговоры будут? Или не будет уже вот таких переговоров об урегулировании? Или наоборот, импульс мирным договоренностям даст вот это трехдневное перемирие? Смотрите, ну давайте порассуждаем. Во-первых, еще раз возвращаясь к указу Зеленского, который разрешил проведение парада, вы, как большинство наших слушателей и зрителей, выросли, и мы с вами, в советской системе. И у нас остались этические принципы о добре и зле. Да? У нас остались элементы нравственности. И все наши зрители не могут понять, думающие зрители, потому что не думающие смотрят другие подкасты, логику Зеленского. Но при всем том цинизме, я скажу с точки зрения профессиональной, медийной, это удар под дых немощным политикам. Это удар реально под дых. Зумеры, которых все больше и больше, по всему Советскому Союзу просто хохочут. А русские военные берутся за голову от такого цинизма, который мы ему позволяем. Тут важно не ставить телегу впереди лошади. Он такой, потому что мы его выпистывали своими безвольными, провальными решениями, своей болтовней про госперевороты с 2014 года.
И после этого начали закачивать через Альфа-банк и Сбербанк деньги в украинский режим с еще большей неистовостью. Понимаете? Просто засыпать деньгами. Так если переворот государственный, так зачем его засыпать деньгами? Зачем поддерживать этих путчистов? И те, кто... Там есть такая небольшая часть охранителей, которые всегда то ли по глупости, то ли являясь украинскими, ИПСО лижут зад, говорят, что белое это черное это белое. Все время вот говорят, так а что же вы, белорусы, тоже вот с американцами? Потому что мы небольшое государство, не определяющее политику, мы не являемся супердержавой. Если бы во главе России был Лукашенко, такого бы не произошло. Я вам говорю абсолютно откровенно. Такой бы наглости и таких бы бесконечных красных линий. Поэтому первый момент, поверьте, с точки зрения медийной, технологичной, вот нас смотрит и окружение Зеленского. Поэтому я хочу сказать, объективно, оценивая объективно своего врага, с точки зрения медийной, это, безусловно, 1-0. Он все время переигрывает. У него хорошие консультанты на медийном поле. В том поле, где большинство становится все больше и больше зумеров, а это будет электоральное большинство. Посмотрите, какие они деликатные ведут дискуссии в интернете. Вы же читаете, да? Чтоб ты сдох, чтоб твои родители сдохли, да? Чтоб значит, будь проклят день, когда тебя родили. Поэтому вот этот уровень диалога политического сейчас. Поэтому Зеленский работает на этих людей, а не на наших уважаемых зрителей, не на нас с вами. Вот и все. А эти люди скоро составят электоральное большинство. Это первый момент. Второй момент стратегически. Не я говорю, что предполагая абсолютно, тыкая пальцем в небо, что не буду вспоминать вашего уважаемого эксперта, там ракет на 3 недели и так далее. А факты говорят, возьмите самые мощные учения, которые прошли в этом году стран Запада, Орион-26. Если в учениях Орион-23 они носили оборонительный характер, городские бои, защита портов, защита от высадки десанта, в 26 году все поменялось. Они носят наступательный характер. А противник списан, который они назвали «Красная сила», союзной группировки войск. Все, о чем можно говорить. Они отрабатывают навыки наступательных операций, в том числе стратегических наступательных операций, в том числе киберопераций, совмещенных с политическими кампаниями и с превентивным ударом ядерным оружием. Все это не я говорю. Это они и не говорят, а действуют. Значит, у них есть такой план. Значит, опять, если мы не будем их останавливать, а как остановить, уже давным-давно все сказали, от Караганова и Медведева, и до последних там экспертов и военкоров. Я не буду говорить, что я первый это говорил. Хотя еще в начале специальной военной операции в 22 году я в эфире белорусских каналов говорил, немедленно надо стереть с лица аэропорт Жешува. И сказать, следующий будет любой аэропорт, который станет логистической базой для нацистов. И Иран показал, что никакой Третьей мировой войны не будет. Иран, понимаете? А мы гораздо мощнее Ирана. Он дает по зубам, и с ним вынуждены считаться. Поэтому, так как мы их не останавливаем, они будут идти дальше, дальше и дальше. А мы будем слабеть. У нас есть все силы и средства выиграть в противостоянии с украинскими нацистами, но мы не выиграем в противостоянии с Западом, у которого военный бюджет в 30 раз больше нашего. И недавно все эти слова, точь-в-точь, что мы с вами говорили в нашем эфире, повторил начальник бывший Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации на пропутинском
заседание Общенародного Смотрите, Российского давайте, фронта. опять-таки, вы очень здорово разделили аудитории, можно еще проще. Есть люди, которые обращаются и пытаются говорить с думающими людьми, ну, вот как у меня на канале, или Да, этим думающим людям запрещают соцсети, этим думающим людям ограничивают, вводят санкции, чтобы не смотрели на территории Украины, этим людям всячески пытаются ограничить этот доступ. И это все понятно почему, потому что толпа повелевает. Толпа вот этих вот растущих без образования, выросших в эпоху потребления, в эпоху очень простых смыслов, коротких эфиров, коротких текстов, коротких видосиков, коротких шортсов, рилсов, то есть, ну, вы понимаете. Это очень здорово. Но факт — это вещь упрямая. Вот вы говорите, не справимся. Ну, хорошо. Ну, там Россия, Беларусь не справятся. Отлично. Ну, давайте посмотрим на объемы. Вот вы говорите, производство. А какое производство? Дронов? Дронов производство? ПВО нет, дефицит. ПВО нет. Украинцы говорят, нет ПВО. Я вот просто, для меня это какой-то шок. Ты там занимаешься вот этой, ну, Зеленский там, да, вот с украинской, занимаешься вот этой историей. Люди, это, кстати, правда, я там проверил информацию, да, ряд там моих знакомых действительно сели и уехали от греха с Киева, и типа сказали, ну, знакомые сказали, ну, это потому что праздник. Ну, потому что праздник, хотя праздника нет в Украине нет праздников. Но, тем не менее, типа шашлыки пожарить куда-нибудь там в деревню. Но истинный мотив — это потому, что мало ли что, из Зеленского осталось бы, он бы там запустил какую-нибудь пукалку на этот парад, ее бы сбили, но это был бы классный повод для того, чтобы снести центр Киева, и снесли бы. ПВО нет, а ты занимаешься вот этой провокацией. Точно так же и Европа. Ну да, сколько там военных? Ну там, какая там материальная база? А есть ли возможность наращивать? Понимаете, вот эти все учения, когда вы приводите в пример, с вами, безусловно, ну, нельзя спорить, это так и есть. Они так и отрабатывают красную силу и так далее. Ну хорошо, это все войны, ну вот, опять-таки, Блицкрига. Ну вот зашли, там чего-то где-то, там заняли и так далее. Но если мы берем отрезок полгода, если мы берем отрезок год, то пятки будут сверкать, будут убегать оттуда, понимаете? Нет логистических цепочек, нет вот то, что сейчас есть худо-бедно у Украины, хотя там со своей спецификой помогали и западники проводить, и, конечно же, там умные люди из постсоветского там какого-то образовательного эгрегора, да, ну, то есть у Украины, у России, то есть это налаживание логистики войны. У Европы нет логистики войны, у Европы нет мотивации, у них нет четких целей, зачем это, у них нет ничего, у них есть только учение и отработка техники, моторики. Они могут зайти, захватить условно, не дай бог, конечно, там пол Беларуси, например, да, и там подойти к Калининграду, а потом, собственно, через полгода опять окажутся все, да, вот где-нибудь на границах, где-нибудь под Варшавой, понимаете? То есть никто не просчитывает долгую войну. Да, они сейчас учатся, безусловно, и Украина нужна, чтобы подготовиться. Но ресурсов для этой большой войны нет, и целей этой большой войны нет. Все говорят, ресурсы российские захватить. Ну так их проще купить даром. Россия их продавала до вот этих всех даром. И поэтому такая богатая была Европа и Запад, понимаете? Ну вот просто на, забирай. А доллар как ценился, там доллар, евро, представляете? И все такие были прозападные элиты. Они не остались, конечно, отчасти в России, поэтому мы наблюдаем то, что мы наблюдаем. То есть вот в чем вопрос. Нет подготовки, ну, то есть Путин сегодня на параде, он же так и сказал, что там дух русский, вот это вот. Есть вариант, и почему сейчас так долго война в России и Украине? Потому что это фактически одни и те же люди, которые умеют закусить у дела. Европа не закусывает у дела. Европу избрали этого Стармера, проиграл он на местных выборах. Говорит, я не уйду, иначе будет хаос. Понаизбирали там мусульман, приезжих, непонятных, понимаете? Ну, если так разбираться вот в этой лондонской, например, истории местных выборов, там просто за голову хватаешься.
Хочется спросить, король Карл, ты, конечно, очень круто выглядишь в Белом доме, когда посмеиваешься над американцами и над Трампом, подтруниваешь, колкости бросаешь. Глянь, что у тебя за пределами твоего замка. Что думаете? Вот вы обрисовали такую серьезную стратегическую картину мира, в которой тяжело разобраться. Ее надо так прокомментировать. Постараюсь структурно, тезисно. Первое. Если они не заявляют о каком-то своем плане Европа, это не значит, что его нет. Я часто, особенно в молодости, встречался на семинарах в европейских структурах. У них все расписано. Понимаете? Они Советский Союз повалили. Благодаря, начиная с фултонской речи Черчилля, благодаря тому, что вот как сейчас было, сейчас строят вот эту концепцию тысячи роя, тысячи дронов, вот тогда было тысячи мелких порезов. Через религиозные организации, через там еврейскую иммиграцию, через расшатывание внутри, через снижение нефти саудитов, через ввязывание в авантюру в Афганистане. Кстати, слушайте, вот буквально одна реплика. Я сейчас читаю и готовлю работу Дипломатической академии МИД России по талибам, читаю историю афганской войны. Меня поразило, что вы представляете, какой был идеологически подкованный советский строй, советский режим. И когда они обсуждали введение войск в Афганистан, шла широченная дискуссия в руководстве ЦК КПСС. И военные советские практически все выступали против. В открытую. Представляете? Вот это уровень дискуссии. Это не сейчас все вот так потупили глаза и говорят, что белое это черное, черное это белое. Вместо того, чтобы по-дружески, по-товарищески, по-командному обсудить какие-то болевые точки и выработать эффективную стратегию. Так вот, Запад чем силен? Они в результате вот этих мозговых штурмов и в результате государственно-частного партнерства через огромную сеть аналитических структур, они вырабатывают лучшее решение. Понимаете? Они никогда не вяжутся просто так. Вот просто так мы будем кидать Украине очередные 90 миллиардов, еще 5 миллиардов, еще 3 миллиарда. Они не будут это делать просто так. У них все расписано. И в конце этого плана лежит порабощение российских ресурсов. Будут они совмещать не только военные методы, но и политические. В стране абсолютно очевидно зреет русский бунт. Как я и говорю, что это будет не бунт навальнистов и национал-предателей. Это будет бунт русских патриотов, которые устали от безволья. Они сейчас все приезжают в Минск эшелонами. От байкеров мотоколонны до электричек «Ласточка», до целого потока легковых автомобилей. Мы очень благодарны. Они спасают, точнее, очень сильно помогают нашей городской Минской, вообще белорусской экономике. Мы ждем и очень любим россиян. И уже must-have в России стало посетить на выходные Минск. У нас все есть, интернет не запрещен. Хочешь казино, хочешь VPN, хочешь Инстаграм, хочешь вейп, только в политику не лезь. И вот они говорят, вот представляете, мы встречаемся, когда в кафе, там с Хабаровска, с Екатеринбурга, с Тюмени. Слушайте, это какой-то кошмар. Они все перекрыли, в интернет зайти невозможно, вещи продать невозможно через Инстаграм. Малый бизнес лежит. Они просто разрушили малый бизнес. Это так россияне говорят. Например, если кто-то там будет в комментариях ротики раскрывать насчет госкорпораций, нефтянки, малый бизнес по итогу прошлого года принес 13,5 триллионов российских рублей дохода, а вся нефтянка 8 триллионов. Представляете, что такое малый бизнес? Там можно посмотреть свежий выпуск господина Пивоварова, который рассказывает, что происходит с малым бизнесом в России. Поэтому англосаксы на это и рассчитывают. Не обязательно, что они дойдут до той точки, когда надо будет переходить границу.
Они могут сделать внутренний бунт, как это произошло в Советском Союзе. И он зреет, понимаете? Уже если на провластных форумах в Москве от академика Нигматуллина до начальника Генштаба говорят, что так нельзя воевать, так нельзя делать, так нельзя вести политику. Нельзя вести политику. Как они, допустим, ведут с Орбаном, вели, да, с Фице. Ну, хочет приехать, приедет. Зачем ты ем нефть даешь? Абсолютно безразлично, что у него там будет в его этой Словакии. Я уже не говорю, что вы вспомните, на стороне кого воевала Словакия во время Великой Отечественной войны и тамошний марионеточный нацистский режим. Зачем ты бегаешь за этим Пашиняном? А говорит, если мы уйдем, там будет экономическая катастрофа. Ну так вот, понимаете, чем отличается Запад? Отлично, будет катастрофа, снесут. Правильно? Нет, там нельзя. Так вот это все пустая болтовня. Видимо, есть олигархические группировки, которым выгодно больше не защита русских национальных интересов, а международная торговля. Ну, давайте Видимо, в этом вся по-другому. причина. Подождите, давайте Но по-другому посмотрим, Юрий. При всем уважении, там, как бы вы аргументируете, ну, давайте так. Санкции это колоссальное. Удары колоссальные экономические ограничения. И может быть, поэтому сейчас вот не рухнула Россия в первые 2 года, что вот такую политику ведут кремлевские старцы. Может быть, поэтому они сейчас не, собственно, не упали, ну, тогда, в 22-м году, вот при Байдене еще, да, и как бы наоборот пытаются там наращивать, развиваться и тянуться, и как где-то даже превосходить по отдельным направлениям противника, и в том числе на поле боя продвигаться. Ведь опять-таки, это же прямое противоречие. Вы говорите, вот, зачем ты там торгуешь нефтью, зачем ты там... Ну, подождите. Нет, логика ваша понятна. Отрезать всех от нефти, пускай загибаются. Они там покупают втридорога свою, там, с других источников и так далее. Логика ясна. Ну, так а что будет внутри? Ну, так а что будет внутри? То есть, может быть, в этом-то и есть, в этом комплексе. Сейчас вообще, конечно, ну вот речь Путина 9 минут. В принципе, ну, как набор понятных традиционных для парада вещей, ничего там такого не было, то есть, да, экстраординарного, хотя я вот 2 или 3 сообщения до дня 2-3 назад видел прям аналитика, что сейчас как что-то он скажет, то ли что война закончилась, то ли ядерку какую-то покажут, то ли еще что-то. Не, ничего, прошли колонны, пролетели самолеты, все. Ну, как бы, вот так, да, то есть очень празднично, очень хорошо, атмосферненько, гости, все как бы побывали, ничего не прилетело, никаких провокаций, ничего не было, все прошло хорошо. Ровненько. Так может в этой ровненькой позиции и есть какая-то задумка? Вот Зеленский ждет чего? Вот того, о чем вы сказали. Что сейчас будет русский бунт, снесут кремлевских, поменяют, и там будут как бы придут условно западники, а он же у западников кто? Кукла, да, то есть эскорт. В Ереване же это был эскорт, понимаете? То есть его показали, привезли, конечно. показали. Вот смотри, Пашинян, будешь как Зеленский, понимаете? Я, если честно, мне там аж сердце сжималось, когда Стармер, который говорит, я не буду уходить, хаос будет после провала у него в Лондоне, приехал с Пашиняном договор о стратегической безопасности подписывать. Ровно такой же подписал Зеленский. И все так радовались, радовались, а через полгода началась большая война. Ну вот, и причем все поражались. Вот такую стопочку Джонсон подписал тогда, и вот такой Талмуд подписал Зеленский. Понимаете? То есть это был вообще парадокс. И вот сейчас его показывают. Зеленский выжидает, он ждет, пока вот наступит вот это. А Путин чего ждет? Вот это вот тоже очень важный момент. Сейчас разворачивается геополитическая ситуация, ну просто на раз. Истощение Европы, превращение в окраину цивилизаций, окраина теперь Европа. Понимаете? Как бы, даже вот США, которые влезли в Иран, даже вот перекрытый Ормузский пролив, даже вот эти все перестрелки, непонятное телодвижение Трампа нам показывают, что стратегически идет перезагрузка. И в этой перезагрузке Европа станет захолустьем, ну вот, окраиной, фронтиром в принципе, да, и вот сейчас поэтому они и бьются за это, и держатся за эту войну. Но пройдет условно года 2, 3, 5, и ситуация вообще изменится до неузнаваемости, и тогда...
Ну, все, можно будет пешком заходить без каких-то резких движений, без ядерки, без размотанных, уничтоженных городов и, собственно, воссоединяться и иметь новую реальность. Новую Мгм. реальность. Самое главное, мы с вами, ну, по крайней мере, я, боец информационного фронта. Самая главная ошибка у агитаторов и пропагандистов – поверить в собственную пропаганду. Э, Военный потенциал Европы велик и на порядок превосходит российский. Одна польская армия является одной из самых мощных в регионе, а мы не забываем, что есть еще мощнейшая турецкая армия. А как вы понимаете, интересы у турков по некоторым моментам, мягко говоря, как минимум не совпадают с российскими. А есть еще и немецкая армия, которая худо-бедно постепенно, но укрепляется. И Мерц, кстати, поставил ставку на раскрутку ВПК. Второй момент. Если кто-то думает, что Европа останется без союзничества с США, он не умеет видеть за деревьями лес. Понимаете, Трамп – это временное явление. Ему конец в ноябре. Примерно с такими же цифрами, как у Мадьяра и Орбана. После этого начнется сильнейшая внутриполитическая борьба, раскол в республиканской партии. И абсолютно очевидно, что Трамп будет сметен. После того, как в Белый дом войдут обратно демократы, либо даже другой, но устраивающий американские политические элиты и корпорации республиканец, они окажут всю необходимую помощь европейским странам. Всю. Напомню вам, что на пике Великой Отечественной войны количество американских войск в Германии, в нацистской Германии, достигало 1 миллион 700 тысяч человек. Это Запад и США, они связаны одной пуповиной, понимаете? Это англосаксонский мир, это своя цивилизация. Если там есть сейчас расхождения, они, я подчеркиваю, стилистически, исходя из личности политического социопата, который сейчас возглавляет американское государство. Исключительно это. Нет у них никаких противоречий. Они как ненавидели Россию и хотят ее порабощения, так и будут ненавидеть. И продолжать работать по своим методичкам, которые, в отличие от наших, у них на долго лет. Знаете, сколько у них вот недавно, в 2023, по-моему, приняли программу по развитию искусственного интеллекта. Они ее назвали АИ-100. На 100 лет, между прочим. Они смотрят вглубь. Работают не спеша. Методом затягивания удавки. Поэтому, когда кто-то Так говорит... если они, смотрите, так Да, если они вот работают не спеша, почему Россия должна спешить? потому что им не спеша работать выгодно. Они истощают Россию, а вы говорите, вот она в первый год, и мы вместе с ней не развалились. Так запас прочности есть. Кто это ж разваливается в первый год? Оно вот так по графе идет. А теперь возьмите дефицит бюджета с 22 года и поехали. Триллион, 2 триллиона, 3 триллиона, 4 триллиона. А сейчас знаете, сколько за первый квартал? Это за год прошлый. 5,65 триллионов. За первый квартал уже 4 триллиона дефицит бюджета, понимаете? Это все вот так. Поэтому нам надо выходить из войны путем не переговоров, именно с российской, разделить Запад Россия и Запад и страна-дрон Украина. Из вот этой части войны выходить очень быстро, молниеносно, путем стремительной победы, которую можно осуществить, посмотрев в том числе на иранский опыт, говорят, что мы будем действовать всеми силами и средствами. Понимаете, это вот у нас, у белорусов такой элемент защиты, может быть, поэтому нас и боженька еще хранит, понимаете, от этих украинских карателей. Потому что мы все время говорим на всех площадках, не трогайте нас,
Мы неадекватны, мы отморозки. Мы дадим все, что есть полетит. Ну, просим вас, не трогайте нас. Вот это нас защищает. Так если такая позиция была бы изначально по принципу израильской военщины, да, защищаем, сносим головы, не смотрим ни на кого, ни на какое международное сообщество, то и результат был бы другой. И не было бы столько количества погибших. Поэтому Запад, выгодное истощение. Он перегруппируется, он скинул. Вы представляете, сколько старого хлама скинул на территорию Украины? Это же все надо перерабатывать, платить деньги. Он просто опустошил склады. И сейчас суперсовременное оружие наполняет склады Польши и Германии и Франции. Мы недооцениваем их военный и научный потенциал, он очень велик. Поэтому им выгодно метод удавки, как и в случае с Советского Союза. Советский же Союз не сразу распался, да, после вторжения, допустим, в Афганистан и после перестройки. Как Горбачев что бы ни делал, это же враг. Вообще вся эта публика, Шеварднадзе, Яковлев, которые перечеркнули все наши геополитические достижения. Но даже они, делая каждый день все неверно, они 5 лет разваливали Советский Союз. Поэтому Западу выгодно медленно, а нам выгодно быстро заканчивать эту войну, очищать территорию от нацистов и говорить: мы дальше не хотим, давайте договариваться. Но вот эту угрозу надо устранить очень быстро. Они считают, что ее надо устранить медленно. Но все военные говорят, что нет, мы считаем, что быстро надо. Все военные говорят, мы можем это сделать, но нет политической команды. Теперь, что касается еще раз, в 100-й раз, эпизод насчет нефти для предателей Фица и Орбана. И насчет дотаций преступному одному элементу с Закавказья, который принимает там у себя лиц, в том числе включенных в список террористов в Республике Беларусь, и целуется с ними. Если бы нефть, хорошо, я согласен, надо быть политическим прагматиком, но если бы она была не востребована, тогда да. Она сейчас востребована на других рынках и гораздо дороже. Зачем ты туда поставляешь? Хочет он прилететь на Красную площадь? Пожалуйста, наверное, да, не стоит запрещать ему там посидеть на почетном месте. Но какие-то преференции, какие-то АЭС, которая вырабатывает электроэнергию. А кто главный потребитель венгерской электроэнергии? ВПК Украины. Это, понимаете, это просто кошмар. Это то же самое, что если бы Сталин там продавал нефть Гитлеру. Понимаете? Обосновывая, так деньги ж нужны на войну. Нужны же? Нужны. Почему не продать? Так это та же история, потому что основной экспорт, по-моему, 60% венгерской, вы это знаете, венгерская энергия идет же в Украину. А кто потребитель главной энергии в Украине? Весь ВПК, который производит смертоносное оружие. Это настолько очевидно, что это даже не обсуждается. Тем более с учетом того, что сейчас есть куда продать нефть. Более того, если бы там были бунты и перевороты в этих всех Венгриях, Словакиях, они бы быстрее поставили вопрос о выходе из Европейского Союза. Потому что мы им сказали: а хочешь нефть, как раньше? Выходи. В понятно, да. ЕАЭС. Вступай в ЕАЭС. Смотрите, тут такой интересный момент в нашем разговоре. Я бы хотел как-то понять дальнейшее развитие событий. Все говорят о каком-то ужасе, да, вот этого, скажем так, противостояния летнего, да, то есть стремительности там на фронте, каких-то Еще лето не началось. новых ударов. Летней кампании имеется в виду. Фактически это уже летняя кампания, май месяц и так далее. И собственно, пойдет что-то вот таким наскоком. Я прозрел, когда вчера, я специально думаю, елки-палки, надо очки, наверное, покупать, как так? Юрий, Сырский говорит, в Курской области мы присутствуем.
Я перепроверю, думаю, ну, может, как-то, прибрехали немножко, да, немножко там, там, соврали чуть-чуть, там, приукрасили. Нет, у него на странице официально он там сообщает, что Россия, значит, везде наступает, на Покровском направлении 106 тысяч человек группировка, мы там обороняемся, где-то тоже там контратакуем. Ну, в Курской области до сих пор есть. Что происходит? Какие... Ну, то есть, понимаете, и это в то время, когда суммам грозит, определенные там, скажем так, вещи нехорошие, люди уезжать пытаются, многие, хотя над этими суммами сбрасывают вот эти листовки с агит-дронов. Раньше были агит-бомбы, сейчас агит-дроны. Беларусь всячески вот кружат вокруг нее разные там новости. Сначала говорят, вот они готовятся, то есть присоединиться в Черниговской области и так далее. А другие говорят, нет, не готовятся. Это вот просто, скажем так, занимаются тем, чем занимаются. Да, там обороноспособностью своей, это все-таки отдельная страна, как ни крути, хоть и союзная. Поэтому там никто нападать не будет. И вот всячески прицеливаются сейчас на Чернобыльскую вот эту зону, потому что там в Черниговской области был обстрел, потом пожары лесные, и я так понимаю, что, в общем, загорелся и Чернобыльский лес, его активно гасят. Ситуация такая, достаточно неспокойная в районе Черниговской области. Что думаете вы из Беларуси, насколько летняя кампания может развернуться в сторону вашу, белорусскую? Мы надеемся, что этого не произойдет, и в очередной раз призываем украинский режим воздержаться от этих авантюр. Беларусь не имеет ни с кем из соседей территориальных претензий. У нас со всеми демаркирована граница. У нас всю жизнь были прекрасные отношения, в том числе на протяжении всей истории. Поэтому мы настоятельно просим не ввязывать Беларусь в войну, потому что те, кто это сделают, они очень серьезно пожалеют. Мы одни из тех были в рамках всего великого советского народа, кто подорвал всю логистику нацистской Германии. А это было номер один военная машина в мире. Понимаете? У нас сразу же, если в отдельных регионах отдельных государств все записываются в полицаи, белорусы все записывались в партизаны. Более миллиона партизан действовал на фронте, в том числе мои бабушка и дедушка, я говорил вам уже, которые познакомились там в лесном отряде, поженились в 37-й бригаде партизанской имени Пархоменко, украинца, отряд имени украинца Щорса. Поэтому, понимаете, белорусы, даже если попытка произойдет оккупации, даже могут одеть даже жовто-блакитный значок на лацкан. Но вечером они пойдут и подорвут гауляйтера, прибираясь и протирая пыль у него в особняке. Поэтому, втянув Беларусь в войну, украинский режим получит на своей границе до 500 тысяч мобилизованных мужчин, которые воюют очень хорошо, особенно в условиях белорусской лесистой и болотистой местности. Какие к нам вообще могут быть претензии со стороны Зеленского? Мы обеспечиваем, мы помогаем Российской Федерации. Мы считаем одним целым себя, понимаете, ментально. И помогаем. Но тебе же помогают 50 стран. Тебе больше 50 стран помогают, входят в коалицию Рамштайна. Так что, мы не можем помочь своим братьям? Конечно, это вот его логика о том, что белорусы тут участвуют в войне очень активно, она не соответствует действительности. Мы не участвуем в войне активно. Президент Беларуси занимает очень взвешенную, сбалансированную позицию. Но есть ряд политических фигур, которые хотят более активно участвовать, в том числе с черниговского направления. И если Зеленский будет делать какие-то провокации, то у него откроется фронт длиной 1000 километров. Принесет ли ему пользу какую-то? Конечно, нет. А принесет ли это нам пользу? Конечно, нет. Это принесет пользу
его заокеанским куратором. Ну, они же все на одной грядке, от Пашиняна до Зеленского воспитаны в этих соросовских всех парниках. Поэтому вы, когда задаете вопрос, слушайте, а зачем он провоцирует Россию, она ж может дать в ответ по Киеву, так ему же это и надо, Александр, вы понимаете? Все равно он будет провоцировать, потому что ему надо. До его бункера не доберутся, а еще, так сказать, десятки, сотни гражданских лиц погибнут, и это вызовет ожесточение. И в украинском обществе будет больше ненависти к своему соседу. Это все, что надо западным элитам. Весь их план реализовывается. Поэтому у нас очень, и у меня лично большая претензия к тем, кто проводит политику со стороны политического, не военного руководства Российской Федерации, что мы не работаем с украинцами. Вот почему сейчас не обратиться было к украинскому народу, ведь более 1 300 000 погибло украинцев на фронте. Последняя зафиксированная, точная, выверенная цифра — 1 377 000 человек. Кто-то говорит 1,5-2, ну вот фантастическое число. Почему мы не обратились? Не я, у меня нет, понимаете, погоны и должностей. Не сижу там, как Фица на Красной площади, хотя рискую жизнью, отстаивая пророссийские и пробелорусские интересы. Но почему вы не обратились к украинцам? Не сказали, к украинским военнослужащим, не сказали, что, ребята, нас всех делят специально. С русскими может воевать только русский. Поэтому они нас стравили. Они нас стравили, чтобы истреблять, истощать Россию, чтобы истребить, истощить Украину. Сейчас хотят втянуть Беларусь. Давайте как-то одумаемся и давайте сядем обсуждать, как выходить из этой ситуации. Нет, А ну я лучше, с вами согласен. понимаете, и никто не обращается. Нет предложений к украинскому народу, Нет предложений, да, нет хотя я предложений вижу... к громаде Харькова, громаде Николаева, громаде Одессы. У нас огромные бюджеты, огромные идеологические фабрики, я имею в виду в Москве. И тишина. Как? Почему? Украинцы хотят услышать это слово. Почему к ним никто не обращается? Вот это меня очень напрягает, потому что все-таки, если мы один народ, 3 ветви одного народа, почему мы не можем жить вместе? Для этого надо обращаться. И вот Обращаемся видите, только мы с вами у вас на и канале. видите, как интересно получается, что это такой очень, ну так в завершении, да, это такой очень такой классный, ну вот есть символические вещи. Это вот как сегодня на параде были корейцы, которые в Курской области воевали, а там они шли с автоматами Калашникова, исполненные в серебряном стиле. Ну, короче, хромированные, такие яркие, белые. И все такие, ничего себе, вот это да, автоматы Калашникова у корейца такие. На самом деле там потом немножко как бы навели резкость. Ким Чен Ын дарит вот эти хромированные, там, причем холодное оружие, там, автоматы. Короче, это наградное оружие конкретному бойцу, там на нем гравировка. Это считается даже выше, чем медаль. Ну, у них такая культура, ну вот военная культура такая. Да, и поэтому они так все удивились, вроде автомат Калашникова, а какой-то он такой белый. Очень такая символическая вещь. И вот тоже очень символическая же вещь. В этом году, вы заметили, никто не бегал с этими маками. Никогда снова, вот эти все эти самые, скажем так, вот Европа, давайте поскорбим, давайте поплачем. Вообще не бегали. А День Победы, давайте вот тоже так вот, ну, посмотрите, вот эта вся мишура, она забудется. Сейчас смеются там, например, у меня в клубе зрителей, смеются люди, говорят, елки-палки, вчерашние, позавчерашние и 2-дневной давности новости сейчас, когда сидишь и смотришь парад, например, да, и он там заканчивается, это же просто нонсенс, как можно воспринимать? Так вот и сейчас и здесь. Осадок-то, знаете, это все уйдет, худо-бедно перемирие, дай бог, чтобы не было больших каких-то провокаций. Все запомнят, что это самое рекордное перемирие этой войны. 3 дня, 3 суток, это абсолютный рекорд. И все так посмотрели, думаю, елки-палки, так можно и 3 дня, так можно и недельку, так можно и месяц, так можно и заканчивать. То есть это все равно хорошо. На полшажочка, но ближе к вот этому. И люди, у всех отложилось, что поменяли на День Победы. Поменяли 1000 на 1000 на День Победы. А вот эта вся история, вот эта вся возня, это День Победы.
Вообще получается, что вот эта вся мишура и вот эти все эмоции это было для того, чтобы пропиарить День Победы. Да, вот так уродливо, вот так некрасиво, парад пропиарить в Москве. Такой средненький, обычный, ну, нормальный парад. Ну, то есть это же не какая-то там годовщина, круглая дата, но все равно все говорят об этом параде. Все теперь о нем узнали, все вот эти зумеры, как вы говорите. Поэтому тут тоже надо, если так посмотреть немножко с другой стороны, сверху, сбоку, ты немножко понимаешь вот этот момент. В завершение, чтобы точку поставить. а, Ну, ну это же как? Вот течет речка. Можно делать советские проекты и поворачивать реки. Да, помните вот эти? Но это обычно не приносит там больших дивидендов и каких-то там... Это очень дорого, и это все. Но все равно речка будет течь по этому руслу. И никуда мы не денемся. Простите, кому нравится, кому не нравится, никуда не денемся от победы, от Дня Победы и от своей истории. Можно сбивать звезды, можно ломать все, что хочешь, но ты от этого все равно не уйдешь. Эта история тебя догонит. Ну, то есть, не надо плевать в историю, да, чтобы не получить выстрел из пушки из будущего. Все-таки День Победы– великий праздник. И он такой, он в крови, он на подкорке и в жилах. И его, получается, не вытравить. Как думаете? Подтверждение ваших слов, с которыми я полностью согласен. Вот только что открыл статистику Google Trends по Украине. В лидерах поздравления к 9 мая и поздравительные открытки к 9 мая. Поэтому, конечно, это великая дата, и наш долг быть достойным и памяти, и героических предков, которые сумели выстоять в таких тяжелых, невероятных испытаниях, сокрушить фашизм и поднять из руин нашу великую Родину. Поэтому им низкий поклон нашим дорогим ветеранам и вечная память павшим воинам и патриотам и безвинным жертвам нацизма. Конечно, мы хотим, вот вы говорили про автоматы, хотим вернуться все обратно времена, когда будем у вас в канале обсуждать прокачку автомата или распаковка автомата из Северной Кореи, да, к более таким Не дай бог, Юрий. будничным вещам. Ну, Не я дай к тому, бог. что хотелось не обсуждать вот эти все ужасные вещи, а не обсуждать их и делать вид, что ничего не происходит, тоже совсем неправильно. Поэтому я думаю, что все-таки, несмотря на все коронавирусы и хантавирусы, разум все-таки должен восторжествовать. И когда он восторжествует у украинских военных, украинской части политического класса, которые понимают, что это все равно не вытравишь, и ни хождение людей в храмы Украинской Православной Церкви, ни открытки на 8 марта и 9 мая, ни память о 1,5 миллиона почти усопших, погибших украинцев. Когда они это поймут, когда они поймут, что мы соседи, что соседей, как говорит президент Лукашенко, не выбирают они от Бога, что мы все равно должны как-то договариваться, чтобы жить в мире. Тогда, может быть, и настанет тот день, когда мы уже будем с вами распаковку и прокачку обсуждать, а не вот этот ужас, который сейчас происходит на линии боевого столкновения в городах, как на территории Украины, так и на территории России. Поэтому я хочу еще раз пожелать и вам лично, и всем нашим слушателям и зрителям крепкого здоровья, крепкого ментального здоровья, потому что сложно выстоять в это все время, когда тут один кричит: «Я буду аятолой», а другой кричит: «Я дал указ, разрешаю провести парад», понимаете? Третий из британских островов говорит: «А мне плевать, что за меня 10%, я никуда не уйду». Поэтому я желаю ментального здоровья, физического здоровья. Я очень вас люблю, уважаю, несмотря на то, что по ряду позиций у нас может быть разное мнение. Спасибо и до новых встреч. Берегите себя, дорогие друзья, еще раз с Днем Победы. Увидимся.
До скорого.